Настает долгожданный момент. Научная миссия приближается к поверхности Марса. Тысячи специалистов по всему миру замирают у мониторов. На кону десятки миллионов долларов, годы напряженной работы. Мечта человечества увидеть новые миры своими глазами. Имя миссии — Mars Climate Orbiter. В конце 90-х этот проект НАСА должен был стать прорывом в исследовании Красной планеты. Его задачей было передать на Землю свежие снимки марсианских пейзажей и раскрыть секреты атмосферы планеты. Аппарат собрали, протестировали, отправили в путешествие длиною в сотни миллионов миль. Никто не подозревал, что трагедия затаилась в одной из формул. Между отделами НАСА и подрядчиком Lockheed Martin возникла едва заметная несогласованность. Инженеры одного подразделения рассчитывали параметры движения аппарата в фунтах-силах, то есть использовали имперскую систему, а другой отдел продолжал работу в ньютонах, как принято в метрической системе. Казалось бы, мелочь. На практике это стало катастрофой. 10 сентября 1999 года в центре управления начинается отсчет. Mars Climate Orbiter выходит на финальный участок траектории, полностью перейдя под управление автопилота. Специалисты наблюдают, как данные начинают расходиться от расчетных, но не успевают вмешаться. Зонд резко входит в атмосферу, погружается слишком глубоко и в считанные минуты полностью сгорает, не сумев замедлить движение. Все данные, оборудование, фотографии, абсолютно все исчезает без следа. Это было не просто техническое поражение, это был удар по престижу всей американской космической программы. Потеря исследовательского зонда за 25 миллионов долларов произошла на глазах у всего научного сообщества. Проверка вскрыла шокирующую правду. Ошибка в переводе единиц измерения стала причиной гибели миссии. Переход между системами был настолько незаметен, что даже опытные инженеры пропустили его в потоке сложных расчетов. Пока специалисты анализировали дымящиеся обломки иллюзии о безошибочных миссиях, в других лабораториях продолжались поиски способов приблизиться к будущему. Иногда это приводило к поразительным, а порой по-настоящему опасным результатам. Летучие автомобили и падение с неба. Цена мечты о будущем. Пока одни мечты человечества сгорали в атмосфере далекой планеты, на дорогах Земли инженеры работали над еще более амбициозной идеей — автомобилем, который может летать. Эпоха послевоенных лет в Соединенных Штатах ознаменовалась огромным ростом интереса к технологиям, и казалось, летающие машины — лишь вопрос времени. Прототипы начали появляться уже в начале 50-х. Одна из первых попыток — аэрокар Мол Тейлора, представлявший собой гибрид легкового авто и небольшого самолета. В сложенном виде устройство напоминало обычную машину, но стоило прикрепить крылья и хвост, и уже через несколько минут пилот мог взмыть в небо. Первая публичная демонстрация аэрокар состоялась в районе города Лонгвью, штат Вашингтон, и произвела фурор. Зрители наблюдали, как автомобиль заводится, проезжает по взлетной полосе и уходит в отрыв буквально с обычной дороги. Но первые успехи быстро сменились тревогой. Управлять летающим автомобилем было куда сложнее, чем обычным самолетом или машиной. Для этого нужны были не только автоправа, но и полноценная летная лицензия. Уже в начале 60-х появляются первые трагические новости. При тестовом полете похожий аппарат Airfibian терпит аварию из-за поломки крепления крыла. Машина разбивается в поле. Летчик получает серьезные травмы. Инженеры начинают задумываться о проблеме надежности. Крылья, которые можно снять вручную, становятся ахиллесовой пятой конструкции. Любое ослабление крепежа или некачественная сборка почти наверняка приводили к катастрофе. Гонки за будущим не ограничивались только Соединенными Штатами. В Европе инженеры компании Citroën разрабатывают собственную версию летающего авто, оснащенного роторным двигателем и складными крыльями. В очередной демонстрации проект терпит неудачу. Из-за ошибки в расчете распределения веса прототип теряет управление в воздухе. И перед изумленной публикой падает с высоты порядка 150 футов, едва не уничтожив всю команду разработчиков. Несмотря на эти неудачи, энтузиазм исследователей не угасал. В 70-х годах появляется проект Мизар американских инженеров, в котором кузов от автомобиля Ford Pinto соединен с крыльями от самолета Cessna. Однако уже на первом публичном показе конструкция разваливается в воздухе. Крыло отделяется от корпуса, машина с пилотом падает на газовую станцию в Калифорнии. Взрыв полностью уничтожает проект и уносит жизни двоих изобретателей. В итоге идея летающего автомобиля каждой новой попыткой доказывала свою опасность. Слишком сложные трансформации, слабые места в конструкции, высокая цена ошибки в расчетах. Мечта о свободе передвижения в небе оборачивалась реальными авариями, гибелью людей и огромными финансовыми потерями. Но не только транспортные инновации принесли катастрофические последствия в научный мир. Еще страшнее оказались эксперименты с новыми химическими формулами, обещавшими вылечить миллионы. Химия катастроф. Лекарства, обернувшиеся трагедией.
В 50-е годы фармацевтическая индустрия по всему миру переживала настоящий бум. Ученые открывали новые соединения, тестировали формулы, искали универсальные лекарства от болезней, губивших человечество веками. За одной из таких разработок стояла немецкая компания Chemie Grünenthal. Их новое средство, талидомид, позиционировалось как безвредное снотворное, способное избавить от бессонницы и тревожности. Производители убеждали врачей и пациентов, препарат настолько безопасен, что его можно назначать беременным женщинам для снятия токсикоза и облегчения сна. Миллионы упаковок появляются на прилавках аптек по всей Европе, в Австралии, Канаде, Японии. Уже в течение первых месяцев после массового поступления препарата в продажу врачи начинают фиксировать странные случаи. У новорожденных появляются тяжелые уродства конечностей, отсутствуют части рук и ног, деформированы внутренние органы. В течение следующего года число таких младенцев стремительно растет, и только к началу 60-х становится ясно. Причиной катастрофы стал именно талидомид. В общей сложности по всему миру рождается более 10 тысяч детей с тяжелыми пороками развития, а по оценкам экспертов реальное число пострадавших превышает 15 тысяч. В Соединенных Штатах лекарство не успело получить массового распространения благодаря скрупулезности врача Фрэнсис Келси, которая отказалась подписывать одобрение препарата без дополнительных исследований. Такое решение спасло тысячи жизней, но во многих странах трагедия уже развернулась во весь рост. После вскрытия масштабов катастрофы начинается срочное изъятие талидомида из аптек, судебные разбирательства и пересмотр стандартов тестирования лекарств. Компания-производитель выплачивает многомиллионные компенсации, однако последствия для тысяч семей уже необратимы. Национальные регуляторы вводят новые законы, требующие гораздо более жестких клинических испытаний, и навсегда меняют подход к разработке медикаментов. Однако талидомид был не единственным примером катастрофических ошибок в фармакологии. В те же самые годы в Великобритании появляется препарат кластидин, позиционируемый как средство для лечения диабета. Спустя всего несколько лет после запуска начинают фиксироваться массовые случаи развития рака мочевого пузыря у пациентов, принимавших это лекарство. Производство останавливают лишь после официальных расследований и подтверждения прямой связи между препаратом и ростом онкологических заболеваний. Не менее разрушительным оказалось и внедрение в медицинскую практику препарата винкристин, который должен был стать революционным средством против лейкемии у детей. Однако нарушение протоколов дозирования приводит к тяжелейшим отравлениям, параличам и смерти десятков пациентов только из-за технических ошибок в инструкциях. Ошибки в химических формулах, поспешность в выводе новых препаратов на рынок, недостаточное тестирование – все это приводило не только к научным провалам, но и к реальным человеческим трагедиям, заставлявшим пересматривать сами основы системы здравоохранения. Но еще более опасные последствия могли возникнуть там, где эксперименты затрагивали основы самой жизни. Ведь в поисках абсолютного контроля над генетикой ученые иногда выпускали на свободу создания, которые уже нельзя было остановить. Генно-модифицированные монстры. Когда наука вышла из-под контроля. В конце 20 века генетические технологии казались билетами в будущее. Возможности переписать строение живого существа сулили избавление от голода, болезней и даже смерти. Ученые по всему миру погружаются в гонку за созданием новых форм жизни. Не ради искусства или развлечения, а ради науки, экономики, власти. Первый звоночек прозвенел в Соединенных Штатах, когда команда из Университета Калифорнии в Беркли выводит на свет супермышей. Грызуны отличаются необычайной агрессивностью и огромными размерами, чего раньше не удавалось добиться путем обычной селекции. У мышей ускоренный обмен веществ, мышцы увеличены почти вдвое, а поведение становится столь непредсказуемым, что сотрудникам лаборатории приходится пересматривать стандартные меры безопасности. Опыт интеграции гена, отвечающего за выработку гормона роста, оборачивается появлением нового вида животных, которые вырываются из клеток при первом удобном случае. Фотографии гигантских мышей попадают в прессу, начинается скандал, но исследования продолжаются. Параллельно британские биологи в 80-х создают знаменитую овцу Долли, первое млекопитающее, полностью клонированное из взрослой клетки. Хотя Долли появляется на свет здоровой, вскоре у нее развиваются артрит и проблемы с легкими. Через несколько лет овцу приходится усыпить из-за болезни. Выясняется, что клонированные животные стареют быстрее, подвержены раковым опухолям и патологиям, а технология клонирования далека от идеала. Несмотря на неудачи в лабораториях России, Франции и Китая, ученые продолжают эксперименты, в результате которых рождаются десятки уродливых клонов, телята без конечностей, поросята с двумя головами, кролики с деформированными органами. К началу 2000-х наступает новая эра. Генно-модифицированные комары, которых создает компания Oxitec, должны были победить лихорадку денге в Бразилии. В кровь комаров внедряют специальный ген, сокращающий срок их жизни, чтобы снизить численность вредителей. Но уже через 2 года после выпуска миллионов особей в дикой среде начинается обратный эффект.
появляются гибриды, устойчивые к новым условиям. Некоторые особи даже увеличивают скорость размножения. Власти вынуждены вмешаться, масштабное использование технологий приостанавливают. Подобная история происходит в Соединенных Штатах, где биотехнологическая корпорация выпускает в заливе Тампа в штате Флорида партию мутировавших устриц, которые должны были быстро расти и очищать воду. Сначала эффект впечатляет, но через несколько месяцев у устриц начинают развиваться патологические раковые образования, что приводит к массовой гибели местной популяции. Неудачи с живыми организмами не ограничиваются только животными. В Китае исследователи пытаются внедрить искусственный ген в рис для повышения устойчивости к вредителям. После высадки первых полей выясняется, что новый сорт вызывает тяжелые аллергические реакции у фермеров, работающих без специальных масок. Производство приостанавливают, уничтожают запас семян, а регуляторы вводят новые ограничения на тестирование подобных культур. Ошибки в генной инженерии влекут за собой не только финансовые потери, но и непредсказуемые изменения в окружающей среде. Из-за стремления быть первыми компании и университеты ускоряют темп исследований, забывая о необходимости длительных испытаний. Едва стихает один скандал, как в новостях появляется следующий. Теперь речь идет уже об устройствах, способных повлиять на судьбу целых городов. Ядерные поезда. Почему гениальная идея чуть не закончилась бедствием? Пока новости о генетических экспериментах вызывали тревогу, в научных кругах на железных дорогах Соединенных Штатов и Советского Союза зарождался совершенно иной, но не менее опасный проект — ядерные поезда. В 50-е и 60-е годы военные инженеры искали способы объединить мобильность железнодорожного транспорта и мощь атомной энергии, мечтая создать состав, который может перемещаться тысячи миль без дозаправки, снабжая электричеством целые города или даже запускать баллистические ракеты прямо с рельсов. В Соединенных Штатах проект получил название МЛ-1. Компактный ядерный реактор устанавливается в вагон, который внешне неотличим от обычного локомотива. Реактор приводил в действие турбины, генерировал электричество, а система теплообмена замыкалась внутри герметичной капсулы. Идея выглядела фантастически. В первую очередь, военные преимущества. Такой поезд не нуждался бы в традиционном топливе, мог курсировать неделями по любым маршрутам, скрываться от спутников и внезапно менять позицию. Американские генералы планировали разместить на борту мобильные ракетные установки, медицинские лаборатории, командные пункты. В Советском Союзе в это же время разрабатывали ядерные локомотивы в рамках проектов ЛТС и ОП-1, также строили испытательные железнодорожные кольца для первых тестов. Однако за эффектной картинкой скрывались новые и пугающие опасности. При первых испытаниях МЛ-1 выясняется, что система охлаждения не справляется с тепловой нагрузкой. При ускорении состав перегревается, температура внутри вагона стремительно растет, а радиационный фон выходит за безопасные пределы. Специалисты в спешке экстренно глушат реактор, инженеры фиксируют утечки пара с радиоактивными частицами. В Союзе первый запуск сопровождается похожими проблемами. Автоматические датчики фиксируют превышение радиации, и поезд останавливают всего через несколько миль хода. Тем не менее, испытания продолжаются. Следующий этап в Соединенных Штатах — запуск поезда через густонаселенные районы. По документам, испытания проходят в пустыне Невада, но неофициально состав несколько раз пересекает территории, где в радиусе 20 миль находятся жилые районы. Ошибки в расчетах приводят к выбросу радиационного пара в атмосферу, что становится известно только спустя много лет при рассекречивании архивов. Инженеры пытаются доработать конструкцию, усиливают стены, добавляют специальные фильтры, вкладывают миллионы долларов в новые линии защиты. В Советском Союзе проект заходит еще дальше. Инженеры строят полноценный бронепоезд для перевозки ядерных ракет, собираются провести ночной эксперимент с запуском реактора на полном ходу. Во время транспортировки состав внезапно теряет управление на повороте, и несколько вагонов сходят с рельсов. Была реальная угроза разгерметизации ядерного отсека. Радиационная опасность нависает над десятками деревень. Только быстрая работа ремонтных бригад и крепкие защитные оболочки спасают страну от экологической катастрофы. В результате оба проекта сворачиваются к началу 80-х. Официально причина — слишком высокие расходы, неудачные испытания, риск для окружающей среды. Реакторы демонтируют, вагоны списывают, а документы отправляют в секретные архивы. Однако вскоре становится понятно, сочетание атомной энергии и транспорта оказалось не только непрактичным, но и по-настоящему опасным. Научный прогресс в очередной раз приближался к грани катастрофы, и если бы не своевременные решения, последствия могли бы быть куда страшнее. И все же, несмотря на провалы с ядерными локомотивами, внимание исследователей переключается еще выше, на околоземную орбиту, где уже разворачиваются эксперименты, способные изменить весь ход технологического развития. Звездные войны на орбите. Опыты, которые едва не вызвали хаос. Именно на околоземной орбите в 80-е годы стартует серия экспериментов, которые буквально могли превратить космос в арену хаоса.
Вселенная всегда казалась человечеству безопасной и бесконечной, но все изменилось, когда военные и ученые начали запускать в космос устройства, цель которых была не просто исследование, а демонстрация силы. Соединенные Штаты в рамках программы Strategic Defense Initiative, или, как ее прозвали журналисты, «Звездные войны», проводят секретные запуски спутников с новыми экспериментальными лазерными и радиолокационными системами. Один из самых известных эпизодов произошел в весенние месяцы 1983 когда спутник DSCS-3 неожиданно прекращает работу, а на орбите фиксируется серия всплесков электромагнитных помех. В тот же день советские ученые сообщают о временных сбоях в работе собственных военных спутников. Подозрение падает на неудачный тест экспериментального оружия Соединенных Штатов. Пока все внимание приковано к этим инцидентам, в Советском Союзе идут работы над системой Полюс-Скиф. Первый в мире спутник-лазер, предназначенный не только для защиты, но и для возможного уничтожения других космических объектов. В июне 1987 года аппарат выводят на орбиту с помощью ракеты «Энергия». Из-за ошибки в программировании система стабилизации выходит из строя, спутник внезапно уходит на нерасчетную траекторию. Уникальный лазер падает обратно в атмосферу и сгорает. Так и не продемонстрировав свои возможности, но оставив на орбите тысячи мелких обломков, представляющих огромную опасность для всех будущих миссий. На этом гонка не заканчивается. В Соединенных Штатах запускают проект Solar Power Satellite, целью которого было направлять мощные радиосигналы на Землю для получения энергии. Однако конструкция антенны оказывается недостаточно устойчивой. Сигналы начинают создавать помехи на частотах гражданского авиационного транспорта. В течение нескольких недель пилоты сообщают о перебоях в связи, а правительство вынуждено экстренно приостановить эксперимент, чтобы не допустить крушений самолетов. Еще более опасной оказалась попытка испытания системы Missile Defense, когда малогабаритные ракеты с боевыми зарядами выводятся на орбиту и должны сами искать мишени по радиосигналу. В процессе одного из тестов в 1986 году ракета теряет ориентацию и чуть не сталкивается с действующим метеорологическим спутником. Столкновение удалось предотвратить всего за несколько минут до катастрофы. Для этого пришлось аварийно менять траекторию сразу двух аппаратов. В это же время и другие страны пытаются не отставать. Франция, Япония и Китай запускают собственные спутники с экспериментальными двигателями, многие из которых выходят из строя уже в первые месяцы, оставляя после себя облака космического мусора. В 90-х годах один из китайских спутников взрывается на орбите, создавая десятки тысяч фрагментов, часть которых угрожает Международной космической станции. А когда в 2007-м Китай проводит тест противоспутниковой ракеты, весь мир наблюдает за огромным облаком обломков, разлетающихся по орбите со скоростью нескольких миль в секунду. Такие провалы вынуждают международное сообщество бить тревогу. Вводятся первые соглашения по утилизации спутников, пересматриваются стандарты вывода объектов на орбиту, а военным устанавливают строгие запреты на испытание нового оружия в космосе. Несмотря на грандиозные потери и реальную угрозу для всего космического сообщества, именно эти события становятся уроком для будущих поколений инженеров и ученых. Даже величайшие технологические идеи требуют предельной осторожности и ответственности, иначе цена ошибки может стать катастрофически высокой.